500 миллионов лет назад на территории современной Московской области плескался древний океан Тетис, который населяли удивительные существа. Одной из успешных групп членистоногих были трилобиты. Сейчас они все вымерли и известны только в ископаемом виде. Казалось бы, ничего не осталось от тех удивительных форм животных. Но вот чудо! В сырых и тенистых местах можно встретить странное существо. Конечно, это не трилобит, хотя внешне напоминает ископаемое животное, а это членистоногое относится к рогообразным и принадлежит семейству порцелянид, или попросту их зовут мокрицы. Они, в отличие от многих своих сородичей, не дышат жабрами и вполне освоились на суше. Питаются в основном растительной пищей и живут довольно долго по меркам микромира, до 1 года. Такие же сырые места предпочитает и другое древнее существо – хищная и ядовитая скалопендра. Страшное оружие скалопендры – мощный хелицеры с ядовитой железой, которыми она впивается в свою жертву. Крупные тропические скалопендры нападают даже на крупных животных – птиц, лягушек. Глядя на подобных животных, можно подумать, что за прошедшие сотни миллионов лет членистоногие ничуть не изменились. Однако это не так. Они научились необычным превращениям. Эти причудливые узоры – кладка бабочки на листе кормового растения. Через несколько дней крошечные гусенички прогрызают отверстия в оболочке и выходят наружу. Большую часть жизни насекомые живут в таком неприглядном для нас виде. Однако на данном этапе природа демонстрирует нам целесообразность и простоту. Насекомые произошли от кольчатых червей. В такой первобытной форме они и появляются на свет. Пока им ни к чему красота и функциональность. Главная задача – хорошо кушать и копить энергию для более сложного периода жизни. Тем не менее, некоторые гусеницы удивляют нас своей необычной внешностью. Такие удобные живые контейнеры, полные питательных веществ, представляют собой большой интерес для различных хищников. Жизнь гусеницы в опасности, поэтому многие крупные гусеницы нуждаются в убежище. Перед нами заметная гусеница бражника. Это крупное существо размером около 8 сантиметров. Внутри нее происходят важные изменения, которые внешне проявляются в изменении цвета. Он становится более бледным. Инстинкт заставляет ее сменить обстановку. Гусеница спускается на землю и ищет мягкую почву. Найдя подходящий участок, она начинает копать землю. Это непросто, ведь у нее нет специальных конечностей или приспособлений. Через некоторое время она полностью скрывается от посторонних глаз. Ее ожидает таинство превращения. Под землей гусеница выкапывает овальную камеру и начинает готовиться к метаморфозу. Через несколько дней под землей уже можно обнаружить удивительное существо – куколку. Так люди назвали данную стадию развития, потому что конечности насекомого оказываются как будто спеленатыми и приклеенными к телу. Бабочка завернута в невидимое покрывало, как кукла. Рядом лежит сброшенная шкурка, как напоминание о прошлой жизни. Процессы, происходящие сейчас внутри, очень сложные. Почти все внутренности бывшей гусеницы
растворяются под действием ферментов, за исключением имагинальных дисков. Это зачатки органов взрослой особи, которые не развивались в организме гусеницы и дремали в ее теле долгое время. Теперь они активно растут и изменяются. За пару недель бабочка создается буквально с нуля. Поначалу куколка нежная и зеленая. В течение нескольких дней покровы потемнеют и станут более твердыми. На стадии куколки внимательный натуралист уже может определить пол будущего насекомого по бугоркам на последнем сегменте тела. Некоторые гусеницы перед окукливанием плетут кокон из паутины. Важно сохранять скрытность на этой малоподвижной стадии, кокон может помочь в этом. Примерно через месяц в куколке появляется трещина, и еще через некоторое время на поверхности показывается лохматое существо, которое должно забраться повыше, расправить и высушить крылья, чтобы окончательно стать бабочкой. Ну вот, все получилось. Казалось бы, что нового в этой истории? Большинство людей, наблюдая за различными, беззаботно порхающими на летних лугах красавицами, отлично представляют себе эту связь. Гусеница, куколка, бабочка. В их представлении это чудесная судьба. Летай себе по лугам, пей сладкий нектар. А вот о чем они не догадываются, так о том, что это хорошая история. В суровой реальности только 1% гусениц становятся бабочками, прошедшие все испытания, получившие свой счастливый билет в мир полета и цветов. Чтобы увидеть хотя бы часть этой сложной судьбы, мы попробуем проследить их жизненный путь более детально. Для примера мы возьмем всем известную, очень распространенную бабочку – крапивницу, одну из тех красоток, которые так радуют нас самой ранней весной, когда только-только начинает пригревать весеннее солнышко. В конце лета эти бабочки впадают в спячку, спрятавшись в каком-нибудь темном и надежном укрытии. Весной они просыпаются. Солнечное тепло прогревает почву. Молодые зеленые ростки появляются из-под земли и жадно тянутся вверх, стараясь занять выгодное положение и захватить как можно больше места для своих листьев. Не все крапивницы доживают до весны. У некоторых не хватает накопленной летом энергии, особенно если из-за частых оттепелей они просыпаются раньше появления кормового растения – крапивы. Редкие весенние цветы помогают бабочкам восполнить запасы энергии и подготовиться к самому важному, зачем они пережидали зимние холода – к откладке яиц. В холодном воздухе бабочки согреваются дрожанием крыльев. Разогревшись, они могут летать даже в прохладную погоду. Найдя подходящее растение, крапивница оставляет на нижней стороне листа группу из 50-100 мелких зеленых бусин. Они почти не видны, настолько маленькие и сливающиеся цветом с весенней зеленью. В то же время начинается процесс развития эмбриона внутри этих яиц. Уже через считанные дни можно заметить движение малышей. Потом сквозь скорлупу начинает просвечивать темная голова. Проходит около недели, иногда более. Время это зависит от неустойчивой весенней температуры. И вот крошечные гусенички прогрызают скорлупу яйца и выходят наружу. Они крохотные, около 1 мм длиной, на глаз почти неразличимы. Важным моментом их дальнейшей жизни является сбор в группу. Более ранние не начинают поедать материнский лист, пока не соберется достаточное количество братьев
и сестер. В какой-то момент кворум считается достигнутым, и группа вгрызается в ткань листа. Для такой большой компании одного листика, конечно, недостаточно. Группа начинает осваивать и соседние листья, перебираясь на них по мере поглощения предыдущего. Помимо группового образа жизни, юные гусеницы строят совместное убежище из паутины. Одной крохе было бы трудно сплести домик. На это ушло бы очень много усилий. А домик, как мы увидим далее, им очень пригодится. Вместе с травоядными насекомыми просыпаются и хищники. Некоторые из них настолько крошечные, что люди едва ли замечают их в траве. Вот как этот ложный скорпион с длиной тела в пару миллиметров. Только при большом увеличении он выглядит для нас жутким монстром, но именно таков он для крошечных гусениц со своими огромными клешнями и ядовитыми хелицерами. С листа на лист прыгает крошечный паук-скакун. Он втрое крупнее ложного скорпиона и тоже не прочь полакомиться мягкими гусеничками. Но эти хищники-одиночки не столь страшны, хоть и могут слопать некоторых отбившихся от группы малышей. А вот эта угроза уже серьезная. На лист заполз муравей-разведчик. Его явно заинтересовали наши подопечные. Стоит ему сообщить остальным муравьям о потенциальной добыче, и от нашей группы ничего не останется. Убежище из паутины может спасти от нашествия муравьев. Тут, в этом тихом месте, можно не только отдохнуть, переварить пищу, но и совершить свое первое превращение, заняться линькой. Насекомые не могут расти бесконечно. Твердый панцирь снаружи не позволяет этого сделать. Голова гусеницы, казавшаяся несуразно большой при рождении, теперь стала слишком маленькой. Старый панцирь сбрасывается, и теперь у гусениц снова голова кажется слишком крупной. Это запас на будущий рост. Со стадии первого возраста гусенички перешли на второй. Теперь их длина сможет достичь 4 мм, прежде чем снова понадобится линька. Поведение группы меняется. Теперь они стремятся вверх, к свету. Объяснение этому простое. Верхние листья самые молодые, нежные и сочные и находятся на макушке растения. К тому же уже накоплены некоторые силы для такого похода. Молодые листья съедаются быстро, и из них делают временное убежище из паутины. Гусеницы не питаются круглый день, как можно было бы ожидать. Утром и вечером на верхних листьях гусеницы собираются в плотные группы, как будто встречают и провожают солнце. Проходит еще несколько дней. Наступает время очередной линьки. Гусеницы третьего возраста выглядят заметно более пушистыми. С каждым преображением они будут одеваться во все более острые и длинные шипы, ведь они становятся заметными для большого количества хищников. Длина их уже около 1 сантиметра и продолжает расти. При линьке мы можем заметить, что вместе со старой шкуркой гусеницы избавляются от паразитов, которые завелись на поверхности тела. В самом деле вычислить их нечем. 4-й возраст последний, когда гусеницы еще держатся группой. Если раньше все вместе они казались нам просто темным пятнышком на листе, то теперь они слишком заметны. Поэтому оставшиеся в живых меняют на 5-й возраст, расползаются и ведут одиночный образ жизни до самого окукливания. И это время, когда на них начинается настоящая охота. Птицы выкармливают птенцов гусеницами. Ящерицы и земноводные едят их.
Вот для чего иголки и шипы. Но есть еще много других хищников. Например, осы-наездники. Это огромная группа насекомых, более 100 тысяч видов. И все они приспособились охотиться на гусениц. Оса уколом парализует жертву и тащит ее в укрытие. Некоторые роют норки, другие делают домики из глины. Обездвиженная живая гусеница замуровывается в своей тюрьме и ждет своей страшной участи. Из яйца вылупляется личинка осы и начинает, не торопясь, поедать узницу, днем за днем высасывая из нее соки и жизнь. В конце концов, от гусеницы остается только шкурка, а тюремщица плетет кокон и окукливается. Из кокона выходит новая оса. А вот эта крохотная оса действует совсем иначе. Она присмотрела гусеницу крапивницы, которая собирается окуклиться. Для этого многие гусеницы приматывают в себя паутины к окружающей растительности. Пока жертва занята превращением в куколку, покровы ее тела становятся слишком мягкими и уязвимыми. С виду все прошло удачно. Гусеница превратилась в хризалиду, золотую куколку. Совсем немного отделяет ее от счастливого превращения. Проходит неделя, вторая, другие бабочки уже вылупились, а наша куколка изменилась, перестала реагировать на свет. И вот однажды ночью в покровах куколки появляется отверстие. Из него выходит крошечная оса, но не улетает, как будто ждет какого-то продолжения. Вскоре ее ожидания оправдываются. Из отверстия друг за другом начинают выходить десятки крошечных ос. Блестящие зеленые самки, золотые самцы. Они устраивают веселую вечеринку на коконе той, которая уже никогда не станет бабочкой. Запасы, которые гусеница накапливала несколько недель, были украдены крошечной осой длиной в 1 миллиметр. Остатки куколки достаются жуку-мертвоеду. В прошлой серии мы изучали жизнь тлей. Там осы были еще более микроскопические, практически невидимые глазу без увеличения. Осы-наездники так хорошо освоили охоту на разных личинок, что многим жукам и бабочкам пришлось придумывать защиту от этого бедствия. Личинки жуков-усачей обычно прячутся внутри древесины. Казалось бы, тут безопасно. Но хищники могут добраться и сюда. В первую очередь, конечно, всевозможные дятлы. Но посмотрите на эту осу. Ее длинный яйцеклад заметно длиннее ее тела. Все насекомое в длину не менее 8 сантиметров. Это эфиальт император. Оса ходит по стволам в поисках личинок, выслеживает их по запаху и вибрациям. Заметив добычу, колет ее жало и сразу откладывает яйцо внутрь. Домик строить не нужно. Личинка и так хорошо спрятана. Личинки крупных жуков и бабочек предпочитают закапываться в землю, как мы уже рассказывали. Там больше шансов пережить таинство превращения вдали от чужих глаз. Вот, например, личинка жука-бронзовки золотистый. Она лепит из почвы полый шар, он твердеет и больше похож на комок земли. Внутри полностью заканчивается превращение личинки в красивого жука. Когда приходит время, он разрывает земляной кокон и выбирается на поверхность. В теплые солнечные дни
Жуки питаются сладкими цветами, а в плохую погоду снова зарываются в землю. Только там они чувствуют себя в безопасности. А что же делать бабочкам? Они не могут снова спрятаться под землей. Очень оригинально решает эту проблему бражник «Мертвая голова». Одно его название и ужасный рисунок на грудке всегда приводил людей в ужас. К тому же эта удивительная бабочка способна издавать звуки. Стоит ее побеспокоить, скорее всего, даже на птиц это подействует устрашающе. Жизнь насекомых – это ежедневная борьба, особенно трудная сейчас, так как осталось немного мест для их свободного существования. В следующий раз, когда вы встретите бабочку, задумайтесь над тем сложным путем, который она прошла, чтобы стать такой милой красоткой.